Всем привет, вы на канале Twin Time, мы продолжаем проходить Coffee Talk. Давайте, возможно, сразу не получится, да? Хотя я бы хотела все-таки прочитать вечернюю молву, потому что тут два новых. И ёперный... Давайте потом. Это сильно. Это слишком. Давайте, в конце, если кто-то хочет послушать, те останутся, кто не хочет, те, в принципе, могут закрыть игру, потому что, когда мы с сюжетной частью в этой серии закончим, то я прочитаю в конце. Добрый вечер, Фрея. Привет. Ты когда последний раз спала? Я, вообще-то, вполне себе сплю, вот 6 часов спала. Вчера? Нет, за всю неделю. Ты себя губишь, серьезно, отдохни. Отдохну, когда закончу. Это же сумасшествие. Ой, замолчи. Ну и чем теперь займешься? Теперь, в смысле, прямо сейчас? Пойду в уборную, умоюсь. Нужно снять с себя маску зомби, надеть нормальное лицо, ну а потом продолжу работать над черновиком. Фрея, что ж... В общем, ты знаешь, где что? Ты знаешь, где что, говорит. Ладно, нужно чего-нибудь заказать. Фрея, у тебя работы нет. Не растрачивай свои деньги на кофе. Слышать такое от тебя очень непривычно. Понимаю. Мы с тобой уже сколько лет знакомы. Если тебе просто нужна здешняя атмосфера, без проблем. Нет, я так делать не буду. У тебя сегодня ни одного посетителя. Что мне делать, если ты обанкротишься? Такого не будет. Откуда такая уверенность? На, выпей воды и спокойно занимайся своим делом, окей? Но... Видишь, вот и посетитель. За меня не волнуйся. Так и знала, что это он будет. О. Привет, Гала. Что не так? Я понимаю, что ты молчун, но вроде как не настолько. Фрея. Вэлори. Мне правда очень стыдно за то, что я вчера устроил. Гала, да ладно тебе, никто же не пострадал так. Из кофейни все в порядке, не нагружай себя. Вот именно. Ни жертв, ни порчи имущества. Я все равно должен извиниться за то, что натворил. И за то, что напугал вас так. Уверен, что могу хоть чем-то искупить свою вину. Может, купите что-нибудь вот этой даме? Думаю, ей будет приятно. Ты чего? Фрей, хочешь что-нибудь выпить? Нет. Не стоит, Гала. Я настаиваю. Тебе совершенно незачем. Пожалуйста, не отказывайся. Мне хотя бы на душе полегче станет. Хотя бы немного. Ладно, Скрин. Можно кофе, только не эспрессо, а чего-нибудь послабее. Умеешь делать сладость и пряность? Та, что с корицей? Да. Вот чашечка сладость и пряность, та, что с корицей. Сладость и пряность. На ёпты! Сладость и пряность, та, что с корицей. Корица – это пряность. Сладость должно быть мед. Нет? Нет. А ну покажи еще раз. Сладость и пряность с корицей. У меня его тут нет. Но я сейчас что-нибудь... Сейчас я придумаю, подожди. Кофе. Сладость. Может, молоко и... Или корица это сладость? Что? Ну, корица это пряность. Я хз, может быть, нужно 2 корицы положить. Или 2 кофе. Нет, подожди, нет. Кофе, молоко, корица. Не, подожди. Кофе. А если 2 кофе? Корицу. Может так. Нет, значит, может быть, кофе, корица. Да ты с меня кринжуешь, ты что делаешь? Ты гонишь, ты шутишь, ты прикидываешься, прикалываешься? Что ты делаешь? Сладость и пряность. Может быть, сладость... Может быть, наоборот, мед и корицу поменять? Я не грабу, правда, я не грабу. Я просто не понимаю. Иногда, Спасибо. Прикинь, получилось. Сладость и пряность для дамы со своими слабостями. Острый сладкий напиток, доставляющий подлинное наслаждение. Меня калит, что
некоторые ингредиенты, которые вот типа корица, там мед, вот это все нужно класть в особенной последовательности, иначе неправильно. Ну, типа, оно, наверное, может, а так и надо, я хз. Но, тем не менее, вот какая разница от того, например, кину я сначала туда мяты или корицы? Вот какая разница? Ну, я не понимаю. Наверное, может быть, мне просто... Наверное, может быть, я недостаточно просвещена в этом вопросе. Может быть, так. Ладно, бог с ним. Спасибо, Гала. Не за что. Веллари, может, я все-таки могу что-нибудь для тебя сделать? Не нужно ничего делать, все нормально. Но просто ради интереса, что вчера произошло? Ага, если я правильно помню, в полнолуние ты всегда где-нибудь закрываешься, нет? Обычно да. Но вчера в больнице возникла экстренная ситуация. Что за ситуация? Люди буквально заполонили ее так, что выдохнуть негде было. Все из-за того объявления. Объявление? Я вам говорила, что государство скоро сделает общедоступной замену нынешнему гневоутоляющему. Давать подобные новости в полнолуние — это просто... Эйпелизмы у нас тут. Больницу наводнили нетерпеливые оборотни и начали спрашивать про гневоутоляющее, а оно еще не готово. Так в объявлении же сказано, что не готово. Сказано, что скоро. Думаешь, кто-нибудь читал текст целиком? Просто глянули на заголовок или приметили на витрине какого-нибудь киоска и тут же прямиком в больницу. Впрочем, я их не виню. Многие не могут взять себя в руки, когда понимают, что единственный доступный на рынке гневоутоляющий препарат опасен. В итоге мне пришлось объясняться с десятками оборотней. Нескольких неуправляемых даже пришлось поместить в изолятор. Настолько ужасно все было? Ага, до того дошло, что у нас кончились свободные помещения. Именно поэтому сразу после смены отправился домой. Обычно я, конечно же, попросил бы друга закрыть меня в изоляторе, но такой возможности не было, так что я пулей двинулся домой. Только было слишком поздно. К счастью, я был неподалеку и смог заставить себя дойти сюда. Гала, извини за вопрос. Ты ведь по пути сюда никому не навредил? Если я все правильно помню, то нет. Следов крови на одежде тут тоже не было. Это хорошо. Может, я перегибаю с уверенностью, особенно если учесть вчерашнее. Но пока мне есть куда направлять свой гнев. Я могу себя контролировать и никому не навредить. Как правило, кончается тем, что разношу все вокруг. В худшем случае наношу вред себе. Несмотря на произошедшее, все остались целыми и невредимыми. Всегда ищешь плюсы, да? Всего лишь занимаюсь своей работой. Спасибо. Нет, серьезно. Только прошу, если я могу хоть как-то вам... В смысле, хоть как-то помочь, не стесняйтесь и просите. Хорошо. Между тем, могу я сделать заказ? Конечно. То же, что и вчера. То же, что и вчера. То же, что... О боже, как это называется, что ты вчера пил? Он чай пил? Да, это чай. Вот этот, по-моему. Да. Чай, молоко и имбирь. Это оно. Пожалуйста, ваш особый чай. Спасибо. Он меня спас. Еще раз спасибо за помощь. Если бы не ты, я бы сейчас его не пил. Кстати, Гала, раз уж ты на 100% уверен, что нашел свое природное гневоутоляющее, может, нальешь его в какую-нибудь бутылку и начнешь носить с собой? Так и собирался. Но нужно как-то поддерживать температуру, наверное, возьму термос. Попробую в следующее полнолуние. Не волнуйся, Фрея, следующее полнолуние я проведу дома. Не собираюсь рисковать. Пока не проверю свои лекарства на практике. Фух. Боже. Ладно. Какого? А чё какого? А чё не так? Рэйчел? Что происходит? А ты как думаешь? Твой отец? Естественно. О чем он думал? Пришел на фестиваль, пробрался за кулисы ради того, чтобы устроить спор с моим менеджером. Прежде чем я продолжу... Можно мне латте? Латте. Можно латте? Сейчас я узнаю, как он делать. Секунду. Кофе, молоко. Кофе, молоко. Умею. Могу даже нарисовать тебе что-то. А что тебе нарисовать? Я не знаю. Сейчас придумаю. Что-то незамысловатое. Так, давай. Молоко. Молоко. Пик. Это кися. Не спрашивайте меня, почему она такая всратая, но она... Как всратая. Что еще могу сказать? Это кися. Всратая, но кися, тем не менее. Пожалуйста.
Пожалуйста, ваша всратая кися. Она выпила ее. Как он за кулисы пробрался? Сказала... Она, блин, я нарисовала тебе кисю, типа, ты что же из... Я не знаю, как называется твой вид, но тем не менее. Каджиты. Я не знаю, пусть каджиты будут. Сказала охране, что он мой отец. Он заранее написал, что придет. И сказал, что просто хочет пожелать мне удачи. И я, естественно, попросила впустить его. Все-таки он мой отец. Сначала все шло нормально, а потом пришел менеджер и... Не понимаю, почему он его так ненавидит. Это шоу-бизнес. Я достаточно взрослая, так что могу сама решать, что для меня хорошо, а что плохо. А дальше что? Хаген попросил охрану его вышвырнуть, но только из-за кулис. Я видела его в толпе зрителей. Хоть сам концерт-то хорошо прошел? Да, если не считать ту перепалку, все прошло отлично. Я выступала первой, как правило, на первых выступающих всем все равно. Но я пела перед тысячами. Супер. Теперь тебя на фестивале ничто не держит? Ну да, я спела, а потом было что-то вроде пресс-конференции. После твоего выступления. Ага, одну провели вчера перед началом всего, а сегодня провели небольшую. Там было около 10 журналистов с разными вопросами, поэтому решили провести в таком формате. Поздравляю. Снова в игре, значит? Вроде того. Все благодаря Хагену. А мне кажется, благодаря тебе. Но твой менеджер, вероятно, тоже немного поработал. Почему ты пришла сюда? Из-за папы, конечно. Я попросила его прийти сюда. Нам определенно нужно расставить все на свои места. Он должен прекратить постоянно досаждать моему менеджеру, а еще из-за того, что я могу с ним поговорить только сегодня вечером. А у меня нет времени пойти на вечеринку, которую устраивает Хаген. Какую вечеринку? Хаген Рассер устраивает вечеринку для VIP-персон и своих артистов или артисток в клубе в центре города. А тебе точно стоит идти туда одной? Мне же 18, забыла? Я взрослая. Ага, только в некоторые клубы не пускают до 21. Даже до 24, на секундочку, есть такие. А сейчас пустят, потому что Хаген мой менеджер, и это его вечеринка. Даже не знаю. Меня точно пустят. Да я понимаю, что тебя туда пустят, если назовешь его имя, но мне кажется, ему не стоит тебя туда пускать. Почему? Нет, Рэйчел, нет. Ты была хоть на одной его вечеринке? Ну, нет. А ты? Я не была, но кое-что слышала. И что же? Он умеет проводить время. Это же отлично. Не факт. Уметь проводить время можно очень по-разному. Не понимаю, о чем ты. Поймешь. Особенно, если он и дальше будет твоим менеджером. Лично я не против бурных вечеринок, но звать несовершеннолетних, возможно, это перебор. Чего? О май гад. О май гад. О май гад. Ох. Мяу. Мяу? Какого? О нет. Папа. О боже, котик. Что? Рэйчел, это что, Хенри? Да. Папа, что случилось? Велари, пожалуйста, дайте ему молока. Без ничего? Без ничего. О, кися. На молоко, кисик. Вот. О боже, он его разлил. Спасибо. Спасибо. Папа, держись. Может кто-нибудь вызвать скорую? Уже едут. Опа. Рэйчел, что я люблю? Люблю свою семью, кошек, молоко и тебя, как я прожигаю свою жизнь. Танцую, пою и гонюсь за своей мечтой с 13 лет и не собираюсь останавливаться. Еще кто-то, еще Хенри. Что я люблю? Семью, музыку, как я прожигаю свою жизнь, пытаюсь улучшить свои отцовские качества, попутно управляю магазином грамм пластинок. Я позвонил в больницу. Спасибо. Еще позвонил специалисту по котам-оборотням. Сейчас не ее смена, но она уже едет. Большое спасибо. Не знаю, что бы я делала без вашей помощи. Не за что. Вот и они. Я пойду с вами. Хорошо. Агась. Ох, что-то невероятное, да? Второй день подряд. У тебя что-нибудь да происходит. Ну, по крайней мере, есть кто-то. Кто считает твою кофейню своим прибежищем в случае беды. Соглашусь. Не часто услышишь от тебя позитивное рассуждение. Ну, я ведь одна из таких же. Так что я их более-менее понимаю. Надеюсь, с Хенри все хорошо. Я тоже. По крайней мере, дело за профессионалами. Чем будешь заниматься, пока есть время? Что ж, все было как-то сумбурно, но мне нужно писать дальше. Когда не торопись, занимайся. Ага, да, правда, уже конец прям.
Окей. Допустим. Ну, допустим. Блин, я так есть хочу. 4 октября 2020. Воскресеньице. На фестивале Каучелло вспыхнула драка, виновники арестованы. Каучелло продолжится, невзирая на аресты, благодаря афтерпати Каучеллы побит годовой рекорд по арестам за наркотики и неправомерные действия сексуального характера. Ого-го, это подожди, это благодаря афтерпати, это которое, что ли, этот чел устраивал, нет? Добро пожаловать. Привет, старикан. Всем добрый вечер. Все живы-здоровы? Пока нормально. Учитывая, что коп, который, по идее, должен следить за округой, торчит в кофейне, я даже не знаю. Я не отлыниваю от работы. Просто люблю делать несколько вещей сразу. Так не каждому под силу. В смысле, и работать, и отдыхать одновременно? Именно. Это же оксимирон. Вот поэтому я и сказал, что не каждому. Ладно, Валерия, мне срочно нужен эспрессо, чтобы не уснуть на дежурстве. Это я могу, это я запомнила. 3 кофе, это... В принципе, запомнила. Валерия, пожалуйста. Бодрящий эспрессо, чтобы не падать лицом в грязь. И опять со своими шуточками. Как всегда, выше всяких похвал. Ни я, ни моя жена такой не приготовим. Мы ведь не соревнуемся. Это тебе так кажется. Она думает, что если сможет лучше, то отобьет у меня охоту так часто сюда заглядывать. Но пока такого не предвидится. Ну, как? Есть что рассказать? На удивление, ничего. Впрочем, надо бы приглядеть за этим местом. И чего ты улыбаешься? Я серьезно. Ты ведь была здесь последние 2 дня, так? Да, была. Это все время тут что-то с чем-то творилось. Будто небеса хотели, чтобы я сама поучаствовала в материале для своего будущего романа. Все еще трясешься за свой роман? Ну, дедлайн все ближе и ближе. Да. И как продвигается? В плане объема все более-менее по уму, а вот в плане качества, если честно, мне кажется, все идет неплохо. Что ж, удачи. Есть новости по поводу последних 2 дней. Насчет того дела с оборотнем я пообщался с Галой. Вы собираетесь его арестовать? Были такие настроения, но в итоге все обошлось. Потому что он очень помог нам. Мы поспрашивали в больнице, также в округе, если бы не он, у нас бы возникли куда большие трудности. Он не дал многим оборотням разбушеваться, чем очень нам помог. Жаль, что сам не успел нигде закрыться, но, к счастью, никто не пострадал. Так что те, кто хотел его арестовать, все равно не смогут ничего сделать. Я бы на тебя рассердилась, если бы его арестовали. В натуре. Чел прям нормальный такой. Ты бы этим все равно ничего не добилась. Знаю. А что насчет отца Рэйчел? Что вообще произошло? Я сам не особо представляю. Основные события происходили далеко отсюда. Да? Ага, похоже, было дело неподалеку от места проведения Каучеллы. Это же очень далеко, то есть не то, что так далеко, но он бы сюда не дошел, точно не в его состоянии. Пока что ничего больше сказать не могу. Рэйчел. Ты тут. С Хенри все в порядке? Можно сначала заказать чашечку горького шоколада. Чисто как бы хочу посмотреть. Шоколад, шоколад, шоколад. Понятно. Горький шоколад — это 3 шоколада. Ладно. Ой, темнее становится, наверное. Ваш шоколад. С папой все будет хорошо. Он очнулся сегодня днем, и если бы не Гала, он бы не получил своевременную помощь. Значит, с ним все хорошо? Нужно подождать еще пару дней до полного восстановления, но обошлось без увечий. Это хорошо. Ага, но все из-за меня. Из-за того, что я его не слушала. Не понимала, что он просто хотел меня защитить. Рэйчел, ты не виновата. Только не сердись, но может тебе стоило остаться рядом с ним в больнице? К нему пришли его друзья, а я сейчас не могу находиться в одном помещении с людьми, которых даже не знаю. Кроме того, мне было очень нужно сменить обстановку, так что я сказала папе, что зайду сюда немного развеяться. Он согласился. Отнесся с пониманием. Думаю, он всегда ко мне так относился. Рэйчел, а что на самом деле случилось прошлой ночью? Папа ввязался в драку с какими-то отморозками, услышал, как они обсуждали меня, говорили о всяких непристойностях и извращениях. О,
Естественно, он разозлился, так что превратился в кота и начал драться с теми отморозками. А зачем он превратился? Чтобы никто не увидел его человеческую форму и не понял, что он как-то связан со мной. Полицейские приехали на место драки, собрали показания нескольких свидетелей и в итоге вышли на тех ребят. Фанаты? Нет, куда хуже. Они работают на Хагена. Чего? А нашли их так быстро потому что к тому времени их уже арестовывали, так как вечеринка сошла слишком далеко. Ничего себе, и как это все связано? Те отморозки оказались охранниками Хагена. Они болтались без дела после того, как закончился концерт, готовились к вечеринке. Ну и вы же понимаете, о чем я. Разговаривают мужчины в такой... о чем я? О чем они? Сори, у меня реально уже язык заплетается. Нужно заканчивать. Вы же понимаете, о чем разговаривают мужчины в такой обстановке? Да. Вот этим они и занимались, а объектом обсуждения выбрали меня. Ну вот и все. Сочувствую. Ты была права насчет той вечеринки. Хорошо, что меня там не было. И снова мой папа за меня. Все нормально. Главное, что с тобой все в порядке. И с твоим папой тоже все обошлось. Надо было его слушать. Может, он и отстал от индустрии, и только опыта у него все еще куда больше, чем у меня. И он мой отец. Вот бы мама была с нами, она бы знала, как поступить. Знала бы, что сказать папе, когда он восстановится. Хочешь мое мнение? Уверена, ты знаешь, как поступить. Ты ведь взрослая, забыла? Но я не знаю. Знаю только, что мне нужно быть рядом с ним, когда... Вот именно. Больше ничего и не нужно. Может, странно слышать такое от Фрей, но она права. Будьте рядом с ним в трудную минуту, а когда понадобится расслабиться и развеяться, вам здесь всегда рады. О, спасибо вам. Мне уже лучше, пойду обратно. Да, спасибо за известие, Рэйчел. Желаю скорейшего выздоровления, восстановления, всего хорошего. Я думаю, что здесь мы, скорее всего, с сюжетными событиями поставим паузу, сохранимся. Ну и выходные. Ага, довольно безумно. И тем временем давайте почитаем «Вечернюю молву», потому что тут сколько? Три части. Я даже не уверена, что я буду все 3 читать, но те, кто хотят закончить, те, в принципе, могут уже, заканчивать, потому что сюжет на сегодня все. А если кому интересно вот это чтиво, то оставайтесь, слушайте, значит. Окей, «Счастье в мгновении», часть 1. Да, это мы читали. Хочу ли я встретить старость вместе с тобой? Нет, не хочу. Но хочу ли я остаться с тобой здесь и сейчас, застыть в этом вечном мгновении, забыв обо всем остальном мире и представив, что на свете нет никого, кроме нас двоих? Черт возьми, да. Как ни напрягал свою голову Ромео, но, пожалуй, это был последний действительно значимый разговор с Джульеттой на его памяти. Впрочем, давайте не будем забегать далеко вперед, дорогие читатели. Как и у любой другой истории, у нашего рассказа есть свое начало. Начнем мы непосредственно со знакомства с героями. Первый на очереди Ромео. Юноша в возрасте 20 лет, родившийся в семье, где чтят традиционные уклады, но и от жизни стараются не отставать. Другими словами, во вполне обычной среднестатистической семье. Подожди, это история, что ли, про этих двоих, Эльфика и Тифлинга, или кто она? Она это, Суккуб. Я не помню, кто из них Суккуб, да? Это что ли про них чуть-чуть переделанная история? Наверное. Ромео тошнит от своего имени, особенно от того, что его жизнь будто почастую списана с литературного героя, которому его имя принадлежит. И любовные чувства к девушке по имени Джульетта — это еще не самое худшее из возможных сходств. Второй герой нашей истории, а точнее героиня, спасибо большое, Джульетта, сверстница Ромео. Так же, как и он, Джульетта родилась во вполне обычной среднестатистической семье, но в отличие от него девушка довольна своим именем, пусть и далеко не в восторге от того, что ее жизнь будто наполовину списана с жизни литературной героини, которой это имя принадлежит. А любовные чувства к юноше по имени Ромео не такое уж и ужасное обстоятельство, чтобы из-за него убиваться. Ромео и Джульетта учились в одном университете, они вряд ли узнали... Подожди, если это их история, то, наверное, нам даже нет смысла ее читать, мы-то ее знаем. Давайте я чуть-чуть промотаю, так пробегусь глазами. Если вы захотите, можете поставить паузу и прочитать сами. Ни о какой любви с первого взгляда, это то, что он рассказывал. Они были знакомыми. Со временем картина начала меняться. Да, постоянно работать. Как он... Так, потерял друга, да. Вот открывает дверь в аудиторию. Терзаемый чувствами, Ромео первым же делом бросил взгляд на то, где обычно сидела Джульетта. К его сожалению, ее там не оказалось. Так.
Ну, как сказать? Ну, типа, да, это их история, 100%. Я имею в виду этих твоих тифлинга. Опять я тифлингом называю. О боже, этот Baldur's Gate меня не отпустит. Ну ладно, мне сегодня еще в него играть. Суккуба и... Суккубши, не знаю. И эльфика. 100%. Но переделанная. Я просто промотаю, короче, вы, если хотите, прочитайте, потому что мы-то ее уже знаем. Я не пойму, а вот все истории до этого, они ж вроде как не то чтобы не связаны с героями и героинями этой игры. Ну, типа, не знаю. Это да. Так. Безответное признание. Ну да, тут очень много. Я просто мотаю, чтобы если те, кто хотят, прочитали. Вот, да, про традиции, про семью он уже решил. Это я тоже так же промотаю и типа, да, я не буду это читать. Так, глазами разве что пробегусь. Может мне вот как-то... вот так. Да, так, конечно, придется быстрее останавливать, если вы хотите прочитать. Тем не менее. Тем не менее, так будет быстрее. Так, встретиться. Угу, влюблюсь, ты любишь, не знаю. А я люблю, а я тоже не знаю. А кто любит? Не знаю, кто любит. Никто не любит. Мы оба любим. Я не знаю, не обращайте внимания. Это просто вот это вот Санта-Барбара. Так. Джульетта, что с ней? Ничего с ней. Дальше. Да. Но уже по-другому. Как такое произошло? Так. Если вдруг кто-то это читали или прочитаете, и окажется, что я очень сильно ошиблась, что не прочитала его вслух, вы мне скажите, я просто потом его все-таки прочитаю. Ну, а пока что так. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.